Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня хочу вам предложить связать вместе со мной вот такие носочки-следочки. Вот такая вот модель у меня сегодня с узором впереди. Вяжутся на 2 спицах. Несложно, можно сказать, быстро. Плотные получились. Вязать я буду на 2 спицах, как я уже сказала, я взяла круговые спицы. Можно взять носочные спицы, 2 спицы. Пряжа у меня один цвет голубой. Для вязки вот вверху я немножечко белого добавила. Это турецкий акрил, картопу флора. В 100 граммах 240 метров. Вы можете вязать любой пряжей. Если метраж подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Значит, вязание я начну с задника. Вот так вот он выглядит. Довяжу до мыска. Потом перейду на переднюю часть. Все вяжется без обрыва нити. Вот, без одного хвостика все провязала. И закончили верхом. На ножки сидят хорошо. Значит, размер у меня 36-38. На 36 размер, единственное, по длине мы провяжем на 1-2 ряда меньше. На 39-40 по ширине на пару петель наберем больше. И по длине на 3-4 ряда провяжем больше. Значит, у меня... Сейчас я в сантиметрах сразу скажу длину вам. Когда буду отвязывать подошву задник, также детали замерю в сантиметрах. Полностью в длину у меня 23 сантиметра. Вот так вот. И в ширину 9,5. Все. Перехожу к вязанию сразу. Что на изнанке здесь? Давайте покажу. Все аккуратненько, без всяких ниток, хвостов и тому подобное. Значит, вязание начинаю вот с этой верхней части. Сейчас на спице номер 2,5. Спицы назвала, номер не назвала. Номер 2,5 я буду вязать. Если взять спицы номер 3, то размер получится немножко больше. И по ширине, и по длине. Вот эту вот верхнюю часть я начну вязать. Задник, то есть. Провяжу высоту. Потом закроем по методу пятки. Доберу петли и буду вязать подошву. Сделаю вот такой небольшой подъем. Высоту у меня будет по дужкам, сразу скажу, 16 вот дужек я посчитала по крайним петелькам в сантиметрах. 6 сантиметров ориентировочно. Это что касается задника. Вязать я буду укрепленной вязкой, как это сказать. Значит, сейчас на спице набрала 44 петли и один ряд провязала все изнаночными. Размер 39-40, 46 я бы набрала на пару петель больше. Один ряд установочный провязала все изнаночными. Далее буду вязать. Первую снимаем. 1 лицевая, 1 петлю снимаю, не провязывая. Пересняла. 1 лицевая, 1 пересняли, не провязывая. И так до конца ряда. 1 лицевая, 1 пересняли. Для этого узора желательно не четное количество петель, но для узора мне нужно будет потом четное количество петель. Поэтому, чтобы не убавлять, не сокращать, я с самого начала набрала четное количество петель. Значит, сейчас первый ряд вяжем до конца. 1 провязываем лицевой, 1 лицевую снимаем, не провязывая. 1 провязали лицевой, 1 сняли. Так вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца. В конце кромочную провязываю изнаночную. Перешли на изнаночную сторону. Второй ряд узора, всего 2 ряда. Первую снимаю, и все петли мы провязываем изнаночными. Следующий ряд повтор с первого ряда. Все, второй ряд все провязываю изнаночными до конца. Так я буду вязать весь задник и всю подошву. Провязываем. Довязали ряд до конца. Опять переходим на лицевую сторону. Как я уже сказала, повтор с первого ряда. Первую снимаем. Продолжаем далее вязать. 1 лицевая, 1 снимаем, не провязывая. А по изнаночной стороне мы все петли провязываем изнаночными. Сняли. 1 лицевую провязали. 1 сняли. 1 провязали. 1 сняли. Значит, так я провяжу, как я уже сказала, замеряла вам высоту
по боковым дужкам я посчитала, у меня будет 16 дужек. По высоте у меня вышло 6 сантиметров. Ну, довяжу до конца, опять замеряю. Ну, там, если разница будет, то в миллиметрах. Значит, сейчас провязываем высоту задника. Провязала я высоту задника. Вот смотрите, как я считаю. Вот косичка у нас боковая проходит. Вот по вот этим вот петелькам считаю, подушкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня 16 получилось. И 17 вот у меня на спице. Если размер 36 маленький, на пару рядов можно меньше провязать. Так, еще раз высоту. Что у нас тут в сантиметрах? 6,5. А в готовом виде 6 замерила. Далее будем сейчас закрывать пятку. Пятку я буду вязать на средних 14 петлях. 15 петель по бокам. 14. Вот боковые петли будем закрывать. Теперь 15 петель я провязываю. Лицевыми провяжу. Первую сняла. До маркера провязываю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. И 4 осталось. Ага. 12, 13, 14, 15 провязала. Далее пятку также я провязываю по узору. Снятые петли у меня. Провязываю. Первая идет здесь лицевая. Провязали. Одну сняла, одну провязала. Провязываю средние 14 петель до маркера. Так, последняя петля я соединяю теперь с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. Соединили, все. Развернулись на изнаночную сторону. Провязываю петли пятки по узору изнаночными. Провязываю изнаночную сторону. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провяжу изнаночной петлей. Так буду вязать, соединять все петли. Вот на боковой спице, пока не закончатся петли, все соединим. Так, довязала. Последняя петля. Это мы выбросим. 2 вместе провязываем, соединила изнаночная, все. Перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать пятку, соединяем боковые петли. Первую снимаем, далее продолжаю вязать по узору. Одну петлю снимаю, одну провязываю лицевой. Одну сняла не провязанной, одну провязываю лицевой. Довяжем до конца, соединим все петли, я к вам вернусь. Последние 2 соединила. Заканчиваю соединять петли пятки. Последнюю соединила. Теперь вот что у нас получилось. Набираю петли сначала вот по правой стороне наберу, потом развернусь, провяжу и наберу по этой стороне. Значит, смотрите, и сделаю платочной вязкой вот такой вот небольшой клин подъема. Он у меня будет состоять из 9 петель. Значит, сейчас я наберу 16 петель у меня будет по одной стороне, 16 по второй и посередине 14 петель. Так, набираем. Обо всем по порядку, не буду забегать вперед. Крючком я поднимаю петли. Если вам удобно, можете это делать спицей. Под каждую дужку, по 2 дужки я ввожу крючок. Подняла и набросила на спицу. Так, набираем петли. Набрала 16 петель. Теперь провяжу эти петли все лицевыми. И петли подошвы, пятки провяжу по узору. И наберу на второй стороне. Так, провязываем. 16 петель провязываю лицевыми и 14 петель, которые у нас на пятке, провязываю по узору.
Так, провязали до конца. Теперь точно так же набираю на второй стороне. Вот под кромочными я набираю петлю. Подтянула. Под кромочную ввела крючок, набрала. Так, набираем петли на второй стороне. Так, все, набрали петли, закончили. Вот такая вот деталь получилась. Значит, по 16 по краям и 14 у меня посередине. Далее я перехожу, буду вязать сейчас вот это вот полотно до мизинца, до мыска. Сделаю небольшой клин подъема. Так, сейчас я, наверное, давайте немножечко здесь вам с карандашом расскажу. Сейчас переходим на изнаночную сторону и продолжим вязать. Но как мы будем вязать изнанку, смотрите, значит, всего у меня полотно 46 петель, да, получилось. Сейчас я оставляю 9 петель, лицевые петли. Это у меня будет клин подъема вместе с кромочной. 9 петель, второй клин подъема. Что у нас здесь должно остаться? Мы будем убавлять этот клин подъема. Убавим, пока у нас здесь не останется 28 петель. Вот, по 9 петель я буду вязать лицевыми. Среднюю часть 28 петель буду провязывать по узору. И опять 9 петель лицевыми. Убавила до 28. Передняя часть у меня также будет 28. Получается, всего у меня будет в объеме в общей сложности 56 петель. Да? Если размер большой или широкая нога, добавьте еще пару петель. Но здесь узор объемный, и он дает ширину. Поэтому в этот раз вот 56, хотя я обычно 58-59 набираю. Значит, сейчас что делаем? Вяжем по изнанке. Сейчас вяжем по изнанке. Первые 9 петель провязываем лицевыми лоточной вязкой. Далее средние 28 я провязываю по узору. И опять 9 петель лицевыми. По лицевой стороне я буду делать убавки. Убавим клин подъема. Так. Давайте пойдем вязать дальше. Изнаночная сторона сейчас у меня 46 петель. Еще раз повторю, у меня на спице вышло. Теперь первую снимаю, вместе с кромочной 9 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, сюда сразу маркер, чтобы потом не ошибиться. Далее вяжу со снятыми петлями. Значит, здесь посмотрим, где мы закончили. Провязанная, снятая петля, провязанная, снятая, провязанная, снятая, провязанная, снятая. Угу. Это у нас изнаночная сторона. Мы здесь все вяжем их по узору изнаночную, поэтому я впустую посчитала. Значит, провязываем сейчас 28 петель изнаночными. И оставшиеся 9 петель провяжем лицевыми. Так, вяжем. Провязала я 28 петель изнаночными петлями. Осталось у меня 9 петель на спице. Провязываю лицевыми и кромочную изнаночной. Так, довязала. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю, следующие 2 сразу провязываю вместе лицевой петлей. Осталось у нас здесь 6 петель до маркера. Провязываем платочной вязкой, и слетела лицевыми. Так, провязала лицевыми до маркера. Да что я тут не могу поднять. Перекинули. Теперь эти 28 петель я провязываю по узору со снятыми петлями. Вот здесь вот нужно будет просчитать. Смотрите, где у нас здесь закончилось. С чего нам нужно начать ряд. Снятая петля лицевая, снятая лицевая, снятая лицевая, снятая лицевая, снятая. Значит, одну петлю снимаю, провязываю 28 петель по узору. Одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая,
Сняли, лицевая. Ну, здесь вот уже по пятке уже видно, которые у нас были снятые, а которые были провязаны. Значит, провязываем все вот эти вот 28 петель у меня. Провязываю по узору. Провязали эти петли. Далее 9 петель провязываем. Не довязывая 3 петель, сделаем убавку. 9 петель эти я провязываю лицевыми. И в каждом лицевом ряду по 2 петли провязываю вместе, то есть одну петлю убавляем. Осталось 3 петли, 2 петли провязала я вместе, кромочную провязала изнаночной. Все, одну убавку первую сделали. Перешли на изнаночную сторону. Значит, вот эти вот петли подъемные, клин подъема у нас, мы их вяжем лицевыми. Оставшиеся средние 28 петель мы провязываем узором со снятыми петлями. Так, сняли, провязываем. Вяжем плотно, не растягиваем здесь. Вот плотно, и она у меня слетела опять. Так, провязали эти петли. Теперь у нас осталось сколько их? 3, 6, 7, 8. В каждом ряду будет на одну уменьшаться. Далее средняя часть мы провязываем по узору, то есть по изнаночной стороне мы все это провязываем изнаночными петлями. У меня 28 петель, я провязываю их изнаночными. Провязали. Далее остались у нас 8 петель клина подъема. Провязываем их лицевыми. Вяжем ряд, заканчиваем, до конца ряда довязываем. Провязываю лицевыми и кромочную провязываю изнаночной. Переходим на лицевую сторону. И все то же самое вяжем, что вязали в предыдущем ряду. В начале ряда мы делаем по убавке, середину вяжу узором со снятыми петлями. Так буду вязать, пока у меня не останется 28 петель средних. Убавим полностью вот эти вот все петли подъема. Первую сняла, следующие 2 вместе провязываю лицевой, подтянула. Так, 7 петель теперь у нас осталось здесь. Далее продолжаем вязать по узору. Средний 28 петель провязываем. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали. И также сделаем убавку в конце. Вяжем. Провязала среднюю часть. Последние петли подъема. Опять мы провязываем лицевыми, не довязывая 3 петель. Делаю одну убавку. Это у нас лицевой ряд. В лицевых рядах мы делаем убавки. Так, осталось у меня 3 петли. 2 вместе провязываю. Одну убавила. И последняя кромочная провязываю изнаночной петлей. Все. Перешли на изнаночную сторону. Первые петли. Сколько здесь у нас, смотрите, теперь 7 петель осталось. Вяжем лицевыми. Среднюю часть 28 мы провязываем по узору. Значит, сейчас вяжем, убавляем петли клина подъема. Убавим, пока у нас на спицах не останется 28 петель. Я к вам вернусь. Продолжаем вязать и делаем убавки. Изнаночная сторона у нас вяжется по узору без изменений. Убавки по лицевой стороне. Провязала первые петли лицевыми, маркер перебросили. Далее 28 петель провязываю изнаночными, согласно узору, изнаночная сторона у меня. И оставшиеся петли после маркера 7 петель в этом ряду у нас провязываем лицевыми. И так каждый ряд до последней петли, как я уже сказала, вяжем. Убавила я все петли. Сделали вот такой вот небольшой клин подъема. Осталось у меня 28 петель. Теперь продолжаю вязать на этих петлях до мыска, до мизинца провяжу. И здесь у меня начнутся убавки. Я перейду на платочную вязку и буду убавлять. Вот провяжем сейчас вот эту вот длину. По длине я довяжу, замерю в сантиметрах.
если опять же посчитать вот по вот этим вот дужкам, повесила его сразу маркеры, чтобы было удобно отсчитывать, по дужкам просчитала на 37-38, сколько, 18 дужек у меня вышло. Опять же, это зависит от плотности вашего вязания. На 36 можно провязать на один ряд меньше, 17 оставить, на 39-40, на 3 ряда больше, вот так вот скажу. Давайте приблизительно замерю сейчас в сантиметрах вот эту вот часть. Вот смотрите, вот у меня конец вот этого вот треугольника. Сколько здесь получается? Где-то 8,5 сантиметров. Вот эта вот часть до начала убавок на мысок. Значит, так, вяжем, продолжаем вязать. Все. Далее вяжу со снятыми петлями, довяжу до середины мизинца и далее буду делать убавки, как в обычном носке. Первую снимаем. Теперь что у меня здесь дальше? Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Продолжаю вязать узором, провяжу длину подошвы, к вам вернусь и будем делать убавки на мысок. Так, вяжем узором, довязали до конца, кромочную провязываю изнаночной, и по изнаночной стороне точно так же мы провязываем все петли изнаночными, тот же самый узор. Провязала я длину до мизинца, и последний ряд я буду по изнаночной стороне вязать не изнаночными петлями, а лицевыми, так как мысок я буду провязывать платочной вязкой, все лицевыми петлями. Значит, вот последний ряд я провязала лицевыми. Сейчас буду делать убавки по мыску. Так, довязала. Так, всё, вот такая вот. Что еще раз его замерить? Вот от маркера, где я закончила делать, где убавила клин подъема, да, 8,5. От начала 5, ориентировочно 11. Ну, это в спокойном состоянии, это же все растягивается еще. Так, теперь довязали, делаем убавки. Значит, я буду убавлять по лицевой стороне, в начале, в конце ряда по одной петле. Изнаночную сторону будем провязывать без изменений лицевыми петлями. Убавлю петли, всего у меня будет 12 петель. Так, здесь первую сняла, далее я одну провязываю лицевой, следующие 2 провяжу вместе. Убавила одну. Так, довязываем до конца ряда лицевыми петлями и точно так же сделаю убавку в конце ряда. Так, пришла в конец ряда, у меня осталось 4 петли на спице, 2 провязываю вместе, убавила одну, далее предпоследнюю провязываю лицевой и кромочную провязываю изнаночной. Первую убавку сделала, переходим на изнаночную сторону, все петли провязываю лицевыми, первую снимаю, здесь без изменений, вяжем до конца ряда все лицевыми. Довязали ряд до конца, опять переходим на лицевую сторону, продолжаем вязать лицевыми петлями платочной вязкой и делаем убавки. Первую сняла, вторую провязала, далее 2 петли провязываем вместе, одну убавили. И точно так же в конце ряда, не довязывая 4 петель, делаем одну убавку, то есть 2 петли провязываем вместе. Значит, сейчас вяжем, убавляем петли, я убавлю до 12 петель, к вам вернусь и будем вязать дальше. Закончили делать убавки. 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель у меня на спице. Теперь я буду вязать переднюю часть. Точно так же буду продолжать вязать мысок платочной вязкой лицевыми петлями. И буду теперь расширять его по одной петле, добавлять, пока у меня не будет 28 петель. Так, теперь провязала ряд вот лицевыми, да, довязала до конца, последняя также лицевая. И вот
подхватываю одну петельку, дужку первую подняла, одну петлю добавила, развернулась. Теперь первую снимаю, опять все провязываю лицевыми до последней петли, провязываем. И точно так же подниму одну петлю с боковой стороны. Так, провязала до конца. Теперь боковая часть. Одну дужку я поднимаю и провязываю ее лицевой. Добавила. Было 12, стало 14. Нить за работу перевела. Снимаю первую петлю. Провязываю теперь 14 петель. И опять добавляю одну петлю. Так, провязываем все лицевыми до конца. Довязала ряд до конца. Одну петлю добавляю. Перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, провязываю все опять лицевыми и добавляю одну петлю, расширяем. Значит, вяжем, расширю, у меня будет 28 петель, к вам вернусь и далее будем вязать узор. И потом уже будем боковые петли просто соединять после расширения. Так, довязала до конца, опять вот она, косичка проходит. Не первую, а вторую я вот крайнюю дужку поднимаю. Провязываю, добавила одну петлю, все, развернулись, первую снимаем, вяжем дальше, соединяем, прибавляем, то есть петли, закончили расширять мысок, что у нас вот получился вот такой вот мыс. Теперь далее, прежде чем перейти к узору, я провяжу 4 ряда лицевые и изнаночные ряды буду вязать, и боковые петли буду соединять. Значит, после расширения первую снимаю, как я провяжу 4 ряда, одну петлю после кромочной провяжу изнаночной, далее все петли провязываю лицевыми, предпоследнюю опять провяжу изнаночной и кромочную соединим. Значит, вяжем. Получается у нас 24 петли лицевых, по краям по одной изнаночной и 2 кромочных, всего 28. Так, довязываем до конца. Так, осталось 2 петли. Провязываю одну изнаночной и последнюю кромочную. Так, опять я соединяю, подхватываю одну дужку. Вот она проходит, косичка по боку, по боковой части. Подхватила ее одну. 2 вместе провязываю лицевой. Вот так я буду соединять. Плотненько подтянули. Теперь изнаночная сторона, первую снимаем. Первую сняли. Далее лицевая петля, я ее провязываю лицевой, а по лицевой стороне я ее буду провязывать изнаночной петлей. 24 средних петли я провязываю изнаночными петлями. Провязываю изнаночными, а по лицевой стороне я их буду вязать лицевыми. Довязываем до предпоследней. Предпоследняя петля, провязываю опять лицевой, кромочную мы соединяем, поднимаю дужку, вот первая, и 2 петли провязываю вместе
изнаночной петлей. Соединила. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Далее опять у меня одна изнаночная петля. Все провязываю лицевыми. В конце изнаночная и кромочная. И по изнаночной стороне точно так же, как я провязывала в лицевом, в предыдущем ряду. Так, провязываем сейчас вот этот вот лицевой ряд и изнаночный, а потом перейдем к узору. Так, провязала я всего 4 ряда. Теперь перехожу к узору. Первый ряд узора. Вначале кромочную снимаем, изнаночную также привязываем изнаночной. Далее узор 4 петли. Значит, смотрите, 2 отступаю посередине между этими 4 петлями. Вытягиваем одну петлю на 3 ряда меньше, ниже. 1, 2, 3. Опустились. В первом ряду будет немножечко тяжело вытягивать, а далее пойдет как по маслу. Вытащили одну петлю на спицы. Провязываем 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. Провязали. И с той же самой дырочки вот опять ввела спицу и вытащила такую же петлю. Вытащили. Все. Теперь опять следующие 4 петли посередине. Опустились на 3 ряда вниз. Вот между петлями. 1, 2, 3. Достаем. 1, 2, 3. Достали одну. Вытянули петлю. Провязываем далее 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. Провязали. И опять в то же место вводим спицу, захватываем нить и вытаскиваем еще одну. И так до конца ряда. Опять следующие 4 петли. 1, 2, 3. Ввели спицу, захватили нить, вытащили одну. 4 петли провязали лицевой. 1, 2, 3, 4. И опять одну вытаскиваем. Так довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца. Если здесь тяжело разворачиваться, можно вот так вот на 2 спицы перенести вязание. Теперь в конце ряда у меня опять одна изнаночная и кромочную соединяю с петлей вот с боковой спицы. Где-то спица моя. Так, первую дужку поднимаю. Вот. И 2 вместе по лицевой стороне я провязываю лицевой петлей, соединила. Подтянули здесь плотненько, вот так вот. Далее второй ряд узора по изнаночной стороне, развернулись, первую сняли, следующая петля у нас изнаночная, провязали. Далее, вот смотрите, идет вытянутая петля. Мы ее переснимаем, не провязывая. Слетела со спицы, она сразу же пересняли. Далее, между вытянутыми петлями у нас было 4 петли лицевых. По изнаночной стороне они как изнаночные проходят, провязываем их изнаночными. 1, 2, 3, 4 изнаночных провязали. Опять у нас вытянутая петля, пересняли. Следующий участок узора опять у нас начинается с вытянутой петли. Мы ее переснимаем, не провязывая. 4 петли провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4. Далее опять у нас вытянутая петля, мы ее переснимаем. И следующая вытянутая мы ее также переснимаем. Вытянутые петли мы снимаем, не провязывая, а по 4 изнаночных петли мы провязываем. Так, вяжем всю изнаночную сторону. 4 изнаночных провязали, вытянутую петлю пересняли. Так, до конца. Опять что у нас здесь? Вот она вытянутая.
пересняли. Далее идет 4 изнаночных петли, провязываем изнаночными и вытянутую петлю снимаем на спицу. Вот она, пересняли ее. Следующую пересняли, довязываем ряд до конца. Так, довязали ряд до конца. В конце у нас была вытянутая петля, и в конце ряда вытянутую петлю также мы пересняли, потому что у нас здесь идет опять у нас одна лицевая, последняя кромочная. Мы ее соединяем, подхватываем дужку и провязываем вместе. Вот подхватила одну дужку, провязываю вместе 2 петли изнаночной петлей, соединила, подтянула, перешли на лицевую сторону. Первую снимаю, это у нас 3-й ряд узора. Следующая у нас идет изнаночная. Далее теперь вот эти вот петли, вот она у нас вытянутая, я ее переворачиваю, набрасываем на петлю, и эту петлю провязываю. Следующую провязала, вторую лицевыми, 3-ю провязала, и 4-ю провязываем, и вот эту петлю опять набрасываем. Все, 4 петли провязали и вытянутые петли набросили. Далее все то же самое повторяем. Я ее переворачиваю, набросили на первую петлю и провязали эту петлю. Вторую провязываем, 3-ю провязываем, лицевыми вяжем, 4-я петля провязываем, но перед этим петлю набросили, развернули. Все, 4 провязали. И так до конца ряда. Петлю развернула, набросила. Провязываем далее 4 петли лицевыми, 1, 2, 3 и 4-я. Опять петлю набрасываем на последнюю и провязываем. Развернули петлю, набросили, провязали петлю. 1, 2, 3 и 4-я. Набросили петлю и провязали. Довязываем ряд так до конца. Петлю развернули, набросили и провязали. 1, 2, 3. Набросили петлю, 4. Все. И последняя. Вот здесь я не могу тебе развернуться. Неудобно. Один, 2, 3. И последняя, 4-я, опять петлю набросила, провязала лицевой. Предпоследняя у нас изнаночная, кромочную мы соединяем. Дужку подняла и 2 вместе провязала лицевой. И последний, 4-й ряд по изнаночной стороне вяжем. Первую сняли, следующая у нас идет лицевая. Далее все петли провязываем изнаночными. Все, на этом узор закончен. Далее со следующего ряда у нас идет повтор, только будем вязать в шахматном порядке. Довязываем весь ряд до конца изнаночными петлями, кромочную соединяем, довязали ряд до конца, кромочную соединили изнаночной с боковой дужкой. Так, теперь перешли на лицевую сторону. Что у нас здесь получается? Теперь дальше, смотрите, вяжем все то же самое. Если вначале я начинала первые 4 петли, да, то теперь будем вязать в шахматном порядке. Значит, 2 петли отступаем, и вот 4 петли, вот между ними в шахматном порядке, вот эти вот средние 4 петли, а первые
2 петли мы будем провязывать просто лицевыми. Поехали. Первую сняли, вторая у нас изнаночная. Далее 2 петли провязываем лицевыми. Теперь следующие 4 петли мы вяжем с вытянутыми петлями. Теперь здесь уже более понятно. 1, 2, 3. Вытаскиваем петлю. Провязываем 1, 2, 3, 4. Провязали. И опять в то же место ввели спицу, захватили нить. Вытащили. Все. Далее повтор. Все то же самое. Следующие 4 петли посередине опустились. 1, 2, 3. Вот она. Здесь уже образовываются дырочки, поэтому легко уже идти, вводить и выводить. Одну вытащили, одну, господи, как она называется, петлю вытащили. Провязываю 4, 1, 2, 3, 4. Провязала. Опять спицу туда же ввели, захватили нить, вытащили. Все, готово. Далее следующие 4 петли. 1, 2, 3, 4. Опускаемся. 1, 2, 3. На 3 петли вниз. Вытащили. Раз. Провязываем 4 петли. 1, 2. Здесь я перейду на вторую спицу, потому что не очень удобно разворачиваться. 3, 4. Провязали. И опять туда же спицу ввели. Достали петлю. Все, и так до конца ряда. Все то же самое, что вязали в самом начале, только поменяли мы местами. Следующие 4 петли продолжаем. Спицу ввели, вытащили, провязали 4 петли лицевыми и вытащили еще одну петельку. Довязываем ряд до конца. В конце у нас остается 2 лицевых петли, мы их провязываем точно так же, как вязали в начале ряда. 2 лицевых провязали. Предпоследняя у меня изнаночная. Кромочную мы соединяем, поднимаем одну вот дужку. Две вместе провязываю лицевой. Переходим на изнаночную сторону. Второй ряд узора. Все то же самое вяжется без изменений, как было в начале. Кромочную сняли. Следующая у нас идет лицевая. Далее, что у нас по узору? 2 изнаночных провязали. Далее вяжем изнаночными петлями, и снятые петли мы переснимаем. Снятую пересняли, не снятую, вытянутую, то есть пересняли. 4 петли изнаночных провязали. 1, 2, 3, 4. Далее у нас опять идет вот вытянутая петля, пересняли. Следующая опять вытянутая, пересняли. 4 изнаночных провязали. Так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 провязали. Далее 1 вытянутая сняли и вторую вытянутую перенесли на спицу. И опять 4 изнаночных. Довязываем так изнаночный ряд до конца. Это у нас второй ряд по узору, повтор. Так, в конце также провязали 2 изнаночными, 1 лицевая, и кромочную мы соединяем, дужку подняли и 2 вместе провязала изнаночная, подтянули. Все, перешли на лицевую сторону. Это у нас получается 3-й ряд узора. Все так же далее продолжаем вязать, как вязали в начале. Первую сняли, 1 изнаночная, далее у нас идет 2 лицевых, провязали. Теперь мы петлю набрасываем, вытянутую петлю набросили и провязали. 1, 2, 3, 4 петли провязываем лицевыми. Опять у нас вытянутая петля. Развернули ее, набросили и эту петлю провязали. Вытянутую петлю развернула, набросила
на первую петлю. И эту петлю провязываю. Вторую провязали лицевой, третью провязали лицевой, четвертую также провязываем лицевой. Петлю развернули, сначала набросили и провязали лицевой. Все, довязываем третий ряд до конца. Отсвечивает, не очень хорошо видно, но в реале узор получается такой вот выпуклый, хороший. Сейчас уже солнце зашло, поэтому искусственное освещение не очень хорошо показывает. Довязали ряд до конца, подняли петельку, кромочную опять мы соединяем, лицевой соединили. Все, четвертый ряд, последний ряд. По изнаночной стороне мы все провязываем изнаночными. Первую сняли, одна лицевая, и все петли провязываем изнаночными. Далее перейдем на лицевую сторону и начнем повтор с самого первого ряда, как мы вязали. Все. Перешли теперь опять на лицевую сторону. Вот в начале, как и начинали, опять чередуем, провязываем. Значит, сейчас провяжем так всю сторону вот до самого конца. Опять первую сняли. У нас одна изнаночная. Далее 4 петли, вот как в начале вязали. 1, 2, 3. Опустились вниз. Вытащили первую петлю. Далее все то же самое вяжем. Провязываем 4 петли опять мы лицевыми. И опять вводим в то же место спицу. И опять вытаскиваем одну петлю. Все то же самое, с повтор самого первого ряда. Опять следующие 4 петли. Ввели спицу, захватили нить, вытащили 4 петли, провязываем лицевыми. И опять одну петельку вытаскиваем. Все, это первый ряд у нас повтор. Провязываем опять 4 ряда и далее опять чередуем. Вот первый узор и второй, первый, второй, первый, второй. В шахматном порядке провяжем все петли вот до конца. Я в конце к вам вернусь. Так, провязали опять 4 петли, ввела спицу, раз петлю вытащила, 4 провязали, и еще раз. Так. Провязываем вот эти вот все петли, не довязывая двух петелек, я к вам вернусь, там мы сделаем небольшие убавки. Закончила вязать переднюю часть, осталось вот у меня здесь пару петель. Значит, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз я провязала узор. Смотрите, в конце последний вот ряд я провязала изнаночными петлями, то есть по лицевой стороне я их провязала лицевыми. И сейчас последние пару рядов в начале можно по одной петле в начале и в конце ряда можно убавить. Для чего? Вот чтобы не была широкая вот эта вот часть. А потом будем делать набор по всему верху и заканчивать обвязывать. Так, я провязала лицевыми петлями по изнаночной стороне последний ряд. Теперь далее следующий ряд я провязываю лицевыми. Первую сняла, одну провязала, 2 петли провязываю вместе, то есть одну убавила. Далее довязываю лицевыми до конца ряда и сделаю одну убавку в конце ряда. Провязываю все лицевыми. Довязала ряд до конца. В конце также сделаю одну убавку, 2 петли провязала вместе.
кромочную закрою. Ой. Так, соединила последнюю петлю. Теперь дальше. Сейчас по всему верху, вот по задней части, я наберу петли. Смотрите, у меня сейчас я убавила. Здесь осталось 26 петель, было 28. По задней части я наберу петли. Кромочная у меня уходит в бок. Получилось. И здесь у меня выйдет 42 петли. Вышло. Ну, это опять же, у вас может быть и 40, если размер был больше, вперед был немножечко шире, тогда может быть на 1-2 петли больше. Значит, наберу петли и буду вязать по кругу на 4 спицах. Еще убавлю вот здесь вот по заднику, потом по 1 петле, и всего у меня останется 64. Сейчас наберу 42 и 26, это получается 66, и минус 2 64. Можно, если хотите меньше, потом еще по 1 петле убавить по бокам. Далее набираю петли. Можно продолжать тем же цветом набирать. Я для контраста белым цветом наберу. Так. На спице номер 2,5 или же на номер 2, тогда плотнее, еще плотнее будет эта обвязка у нас. Ввожу крючок под 2 дужки, захватываю нить, набираю петлю. Опять крючок ввела, захватила нить, набрала. И так по всей вот этой вот задней части. Так, набираем. Так, набрала петли, пришла в конец. Вот последняя у меня здесь 42 петля. Теперь вот у меня осталась 1 петелька здесь. Сейчас я ее наброшу на спицу и провяжу с первой петлей следующего, как сказать, ряда, да? Так, набросила. Теперь провязываю переднюю часть. Белым цветом все провязываю лицевыми. Вот 2 петли. Не так набросила я. Перевернула, да, перевернула. Подтянула здесь уголок. Провязала ее. Вот все. Далее провязываю все лицевыми. И, как я уже говорила, можно еще раз вот здесь закрыть, убавить по 1 петле. Так, довязываю переднюю часть. Вот эти 2 спицы лицевыми провязываю. То есть следующий ряд будем вязать все уже по кругу. Один ряд провяжем изнаночными. Далее будем опять вязать лицевыми петлями. Значит, сейчас белым цветом дойдем в точку отсчета. Пришла я в самый угол. Здесь вот у меня оставался самое начало узел. Вот, чтобы здесь не было просвета, подняла петлю. Это получается самая последняя кромочная была петля. И 2 вместе тоже здесь провязала. Вот последний раз соединила. Плотненько все соединили. Теперь далее следующий ряд. Здесь все поподтягиваем, потом поподвязываем. Следующий ряд вяжем мы все изнаночными. И по заднику, вот где задник у нас проходит пятка, я сделаю по 1 убавке. Так, провязываю изнаночными. Так, перешла вот пятка у меня начинается здесь. И в этой части я сделаю первую убавку. 2 вместе провязала. Все, убавила 1 петельку. Далее довязываю и со второй стороны также делаю 1 убавку. Все, как я уже говорила, при необходимости можно еще по бокам 2 вместе закрыть, убавить.
эти убавки совсем незаметные получаются. Так, перешли на следующую спицу, довязали вот до уголка, до начала, то есть пятки наши, и сделали еще одну убавку. Так, 2 петли провязываю вместе, то есть одну убавила, подтянули. Далее довязываю полностью вот эти вот белые петли изнаночными, и следующий ряд я буду вязать основным голубым цветом. Так, провязываем все изнаночными. Все, довязала я изнаночными петлями. Далее перехожу опять на основной цвет и все ряды провязываю лицевыми петлями голубым цветом. Провяжу я 5 рядов. С 6-го ряда я опять перейду на белый цвет. Это получится у меня внутренняя часть. И буду вязать спицами номер 2. То есть на полномера меньше я вяжу внутреннюю часть. Вот так вот. Всего высоту у меня будет 13 рядов. Сейчас вот лицевыми петлями по кругу я провязываю 13 рядов. Так, ну вот, все основное вроде бы сказала. Теперь продолжаю вязать все лицевыми. Еще раз. Вот мы первый изнаночный провязали. Вот мы отсюда начинали. Белым провязали. Далее 5 рядов голубым по кругу. Лицевыми провязали. С 6-го ряда у меня опять белый цвет. Всего 13 рядов. И внутреннюю часть, как я уже сказала, спицами на полномера меньше я провязываю. Можно сразу все провязать спицами номер 2. Вот она хорошо выкладывается тогда. Вот так колом не стоит. Такая закругленная получается, хорошо сидит. Так, значит, провязываем высоту 13 рядов, я к вам вернусь. Закончила я делать обвязку, провязала 13 рядов лицевыми петлями высоту. В сантиметрах это у меня 3 сантиметра. Теперь далее примонтируем, сейчас прикрепим этот верх к слитку. Сразу вот скажу, вот что у меня осталось, было 100 грамм из пряжи, осталось 30 грамм. Только что взвесила. Вот. Так что 100 грамм на большой размер хватит с головой, так сказать. Так, я выворачиваю на изнаночную сторону следочек, наш носочек. Перегнула вот эту вот нашу обвязку, разровняли это все. Теперь далее снимаю первую петлю со спицы. Вот у нас белые у меня, поэтому я белым набирала. Поперечные петельки изнаночные проходят. Это первый наборочный ряд. Подхватываю вот самая первая петля и присоединяю. Опять одну сняла, одну подхватила и подвязала. Так, по одной присоединим все петли. В конце нить закрепим. И на этом будет все. Единственное, мы в первом ряду делали убавки, когда наборный ряд уже мы набрали, потом делали убавки. Сейчас нужно смотреть внимательно. Вот разровняли, чтобы эти петли не перекосило. Если делали убавки, здесь получится одна петля, допустим, лишняя. Тогда мы ее можем пропустить и далее провязывать. Так, петля в петлю вот здесь идет. Подняли, подвязали. Сильно туго не затягиваем. Опять одну петлю сняла. Так вот, чтобы это все ровненько шло. Смотрим. Петлю поднимаем.
подвязываем, прикрепляем. Раз протянула ниточку, еще раз протянула ниточку. Все, прикрепим все петли. А я на этом буду сегодня заканчивать. Подняла. Вот так вот, что все было ровненько. Все, вот такой следок у нас получится. Всем спасибо за просмотр, всем легких петелек. До новых встреч, пока-пока.